Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня обзорчик в пейзажном месте. Ресторанчик, сложно назвать это ресторанчиком, конечно, такая забегаловка, но самое его главное преимущество то, что это на берегу озера. Симпатичное местечко. Посмотрим, насколько ли симпатичные у них подаются блюда. Давайте проверять. Ребят, это один из тех обзоров, которые получились у нас в тишине. Никакой ни музыки, никаких караоке, никаких кричащих рядом соседей. Наслаждайтесь. Вы знаете, что забавно? Чуть ли не первый раз я вижу такое меню, а именно, где везде все ценники вот так вот залеплены. То есть, ты вообще не понимаешь, что здесь чего стоит. Абсолютно действительно неясно. Вот нам потихоньку подносят какие-то еще блюда. И вы знаете, мы просто заказали что-то вкусненькое, интересное. Давайте пробовать, потому что для разминочки как раз в частности у нас кольца кальмара в кляре. Почему бы и нет? Давайте быстренько их и попробуем. О, и кетчупчик тут тоже имеется. Кляр прикольный. Как закусочка, на мой взгляд, очень даже пойдет. В некоторых... Слушайте, так серьезно кляром все засыпали, что тут в половине вариантов даже не поймешь, колечко это или что. Но приготовлено, да, со щупалками. Вот они, очевидно. Но здесь полноценные 2 кальмара. Именно так примерно должен выглядеть кальмар в кляре, в том плане, что вкусный кляр, кальмар тоже чувствуется. Больше от этого блюда я ничего и не ожидал, и не хотел. И, на мой взгляд, да, нормально. Где-то кляра даже переборы, но ладно, окей. Масла я особенно здесь не чувствую в кляре. Кляр, да, масло не особенно. Роман. Я вот, знаешь, что еще? Я вот все-таки вот эту щупалку погрызу. Вы посмотрите, вот полноценная просто щупалка. Но вот здесь немножко маслица чувствуется, да. Из заморозки, скорее всего, да. Но и в кляре, знаете, подавать что-то супер свежее. Да нормально, короче. Сколько стоит, не знаю. Там все залеплено. В конце узнаем. Пока не будем расстраиваться заранее. Я тоже доволен. Кальмар вполне такой мягенький внутри, приятно жуется. Кляр тоже ничего. Единственное, только, может быть, не всем это понравится. Я слегка почувствовал, как будто бы в масло добавили свиного сала. Почувствовал, может, тоже? Нет, не обратил внимания. Не исключено. Я так люблю свинину, а тут недавно мне еще, знакомые приехали и привезли мне сальца. И я сегодня так пару ломтей отрезал, с большим удовольствием съел. Ребят, Вадим, огромное тебе спасибо за это. Короче говоря, так что я против ничего не имею. Почему, если Рома прав, не знаю, зачем это пихать сюда, тем не менее. Впрочем, те, кто не едят свиное сало, те не едят и вот такие морепродукты. Так что все нормально. Едем далее. А теперь у нас морской окушок. Вот так вот в тарелочку. И давайте попробуем это аккуратненько открыть. По идее, так, он вообще чищенный, нет там? Кишочки туда. Я пока не понимаю, у него почищенные кишки или нет. Все-таки ливерок там небольшой присутствует, но такое впечатление, что основные вот именно кишки почищены. Слушай, пахнет неплохо. Снимается вроде ничего, так все. Грильный вот этот вот окушок, он очень вкусен. Этот окушок используется также и на сашими, только не такой мелкий. Там нарезка идет покрупнее. Ладно, давай вот спинку. Оп-оп-оп-оп-оп, иди сюда. Одно из его преимуществ этого окуня, то что у него вообще костей нету. Вот так вот возьмем. Кроме хребтинки, конечно, не докапывайтесь до меня. Смотри, здесь, Ром, и печень, икры вроде нет. Вот так вот, да, без костей.
Я сразу ливерок достану. Вот, печенка. Вот это вот, похоже, икра. Да, вот их 2 штучки икры. Не, они оставили все кишки внутри. Потому что вот это тут и пузырь и так далее. Но очевидно, у него то, что печенка и съедобные внутренности преобладают над остальными, хотя все-таки такое впечатление, что основной пищевод вытянули как-то. Там, видите, надрез такой маленький был, скорее всего, они так сделали. Ну и молодцы, здорово, классно. Давайте я вот и корки. Прикольно. Печенка. Не менее прикольно. Миска. Я даже соуса никакого не хочу, потому что это вкусно. Маленько пересушили, на мой взгляд. Чуть-чуть бы поменьше подержали, было бы вкуснее. Но то, что это отличная рыба, ничего не сказать. Кайфовый, хороший окушок. Вот так вот, раз. Здесь вот кусочек миска. Ну тут вот из-под жабер тут повыковырить микрокусочки приходится. Ну ладно, с этим мы потом разберемся. Вообще никаких претензий, кроме того, что, ну, можно чуть-чуть посочнее было бы его оставить. А так на гриле сделали и здорово. Но вот вторую часть, да, захотелось уже чуть-чуть куда-нибудь окунуть. А у нас тут соус имеется дополнительный. Давайте попробуем с ним. Давай кусочек побольше. Отвались. И попробуем. Так, ну Роман, я так вижу, что решил сначала всего окуня доесть, а потом уже говорить свои комментарии. И без всяких соусов, как я вижу. Да нет, все правильно, Ром, приканчивай его и потом продолжим. Я уже. А, ты уже? Давайте я вам покажу. Ну вот так. Все. Роман у нас в этом плане, да, долго не церемонится с окунями, как видно. Ну и молодец, красавчик. Давай окунем и попробуем. Окунем окуня. Окунем окунь. Правильно, хорошо сказал, молодец. Не знаю, что за соус, поэтому достаточно аккуратно я это сделаю. Вот так. А это классный соус. Слегка острый. Даже не слегка. Нормально острый. Много трав. Кетчупчик тоже присутствует. И он свежий, Ром. Ну ты видишь, тут замес серьезный. Ну, с тамариндом вроде. Может быть. Тут замес прям такой капитальный. Ну вот да, наверное, вот это вот тамариндовая вот семечко или что там осталось. Да, это прикольно. Ну-ка я и кришку туда. Вот так. Это вкусный, замечательный соус. Ладно, повторюсь, окунька чуть-чуть меньше приготовить по времени, и он тогда был бы идеальный. Посочнее внутри. В остальном, Роман, я быстренько добиваю окуня, а ты говори. То, что они его пересушат, я сразу узнал, потому что я когда ходил здесь, снимал окрестности, я видел, на каком жаре, как далеко от жара он находится и сколько они его там держали. Но, тем не менее, блин, эту рыбу испортить сложно, она офигенная. Я эту рыбу готов есть в больших количествах, без какого-либо соуса. Она сама по себе самодостаточная, так что я тоже полностью доволен, даже несмотря на то, что он немного пересушен. На мой взгляд, здорово. И... у нас все закончилось. Ну ладно. С этим соусом Роман что-нибудь другое попробует. Мне этот соус еще особенно тоже зашел. Это классный, хороший замес соуса. Было 2 окуня, нет 2 окуней. А мы едем далее. Это еще штука горячая. Подожди, Ром. Да, вот Ромка пробует пока соус с вот этим кальмаровым, как он называется, кляром. Тут нам не особо принесли, положили такие, давайте, ребята. Кстати, молодцы, что, видишь, сразу 2 такие фиганули. Типа, вам не хватит, у нас еще тут есть. А сейчас у нас будет, ребят, осьминожка в хот-поте, который вот тут замес имеется. Давай запалим. Вот так. И ставим.
О, как закипит осьминожку на минутку. Такой лайв-вариант получается, да? А, я не знаю, кстати, напишите, нравится вам, вот, когда мы все, собственно, сами делаем. За нами никто не смотрит, такие они видят, что ребята такие вроде прошаренные. Принесли, поставили, вы знаете и все. Ну, если будет здесь такой неопытный турист, наверное, они больше внимания проявят. Хотя я не уверен. А вот у нас все и забурлило. Тут что-то непонятное яйцо. Ну и бульон. А осьминожки вперед. Вместе с травкой. Осьминожки выглядят свеженькими, хорошими. Все отлично. Давай. Минутки на 2, на 3 будет более чем достаточно. Даже он уже закручивается. Красавчики. Вот так. Закипят, и все. А вот оно и закипело. Более не держим. Снимаем моментальненько. Все. Пускай спирт этот сухой догорает, а мы будем пробовать. Давайте быстренько оттуда и выловим каких-нибудь октопусиков. О, красота. Там их было много. Я видел. Давайте мне вот 3 штучки. Ром, дай, пожалуйста, поварёшечку. Спасибо. И бульончика, да с лучком. Красота. Ром, давай, накладывай. А я пока что осьминожку. Клювы, как вы видите, не почищенные. Заценим осьминожку. Немножко резиновый. Мы точно не передержали. Вкусно. Бульон неплохой. Лемонграсса, на мой взгляд, многовато. О, сам бульон-то капец кислый. Это прям жесть. Но это не супчик, это действительно полноценный хот-пот с осьминожкой. Мне бы хотелось, чтобы все-таки осьминожка был не замороженный, а свеженький. Здесь, очевидно, был замороженный. Щупалка поменьше хорошая. Вы знаете, такое впечатление, что я докапываюсь до тонких материй. Вкусно? Да. Бульон прям вот так вот из миски хлебать огромным количеством не получится? Нет, не получится. Что касается лучка, наполнения, да, это нацелено на то, чтобы ты выедал оттуда все. Роман, меня не устает удивлять один момент. Где нахрен наша плошка риса, которая всегда к хот-поту идет? Ну, у них тут голуби в меню, видимо, клиентов давно не было, и голуби весь рис сожрали. Вот потому теперь и голуби в меню. Серьезно, ведь раньше всегда к хот-поту, да? Не, вообще рис к хот-поту должен идти вот к такому. Вот, я тебе про то и говорю. Не рис, а лапша рисовая. Ну, лапша или рис там какой-нибудь, Вот, да. чтобы ты, значит, вот взял поварешечкой, залил себе вот это все. А где здесь, вот почему непонятно. Трава, острота, лучок. Еще лемонграсс я жую. Короче, по итогу у меня следующее мнение. Бульон целиком не съешь, слишком кислый. Действительно, слишком кислый. Вы даже чувствуете, как у меня причмокивать язык начал. А во-вторых, осьминожка замороженный, и поэтому, когда мы его очень быстро приготовили, он остался, резиновый, короче говоря. Этого осьминога теперь осталась одна единственная дорога. Варить очень и очень долго, чтобы он стал действительно мягким, нормальным. С точки зрения свежести, экзотической страны, того, чего здесь должно быть,
К сожалению, в этом блюде, ну, наверное, только бульон, который вот призван к тому, чтобы ты туда окунал рис, которого, опять же, нет. Роман. Меня вообще все устроило. Во-первых, я люблю кислые супы, а вот он не Так. кислее нашего там супа из щавеля, который в России готовят. В целом согласен, да. И самое главное, он не сладкий, как они это любят. Поэтому еще один лайк, еще один плюс. Ну вот видите. Ага. А вот про осьминога, ну, для меня, блин, это нормально. Он не то чтобы прям вот резиновый, его просто надо немного пожевать, но это не криминально, я бы так сказал. В целом, да, соглашусь по поводу кислоты вкусов. У всех вкусы разные, ребят. Вот я иногда, значит, съем какой-то супешник, и я такой, ну, нормально, а Ром такой, господи, это ж такой сахар, тут вообще сладости навалили, капец, ужас какой. Для меня кисловато, потому что я люблю как раз супы, ну, знаете, полностью съедать. Я и сам супы дома часто варю и так далее. Напишите, как вы предполагаете вообще суп полностью с жидкостью съедать. Либо, значит, что-то оттуда повыесть, а бульон не доедаете. Потому что для меня странно видеть, потому что местные, они тоже лапшу даже вот часто едят, знаете, просто залил, лапшу саму съел, какие-нибудь там овощички оттуда выел, а весь бульон от лапши весь оставляют. Все это не надо. Странно. Ладно, давайте еще что-нибудь попробуем, потому что из того, что мы захотели попробовать, это пока все, а остальное все настолько какое-то обычное, непритязательное, непонятное, потому что голубей я не хочу заказывать, воробьев не хочу заказывать. Давайте понадеемся на волю рандома. Одно-два блюда на рандом оставим. Да, ребят, тут совершенно призабавный момент. Вот это как-то осталось все за кадром. Но вы же понимаете, что вот это все было подано к нашим двум окуням. Они, ну я не знаю, может эту рисовую, тебе нужна эта рисовая бумага? Ну ладно, я домой заберу, все-таки целая пачка, знаешь, мы за нее уже заплатили. И вот этот вот набор огурцов, значит, зеленого манго, куча этой травы, несколько соусов. Ну соусы, ладно, мы еще сейчас попробуем. Это все к этим двум бедным окушкам, потому что они предполагают, что ты будешь вертеть спрингроллы. На мой взгляд, такую рыбу, как вот этот морской окунь, превращать, ну, просто в овощное с рисовой бумагой, я не знаю что, ну, это преступление. Мы с большим удовольствием с Ромкой съели эти два окуня, и было очень вкусно, здорово, хорошо. Ладно, там передержали маленько, но, тем не менее, да, вот так вот это подается. Так что, чтоб не оставалось за кадром, вот я вам еще и рассказал, что да, вот, да практически любая рыба жареная здесь вот с таким набором дополнительным еще выдается. Все, давайте рандом. Для тех, кто не знает, объясняю, как происходит рандом. А именно, считаем количество страниц для начала, а потом количество позиций на этой странице. После этого выбираем, соответственно, блюдо. Короче говоря, первая страница у нас здесь всякие напитки, это нам не интересно. Вот это первая страница, потому что здесь какие-то ребрышки, да, неплохо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все. Ром, от 1 до 11. Выбери случайное число от 1 до 11. 7. 7. Так, раз, два, три. Так, тут у нас салаты и лягуха. Ладно, салатики это хорошо. Количество позиций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Выбери случайное число от 1 до 15. 12. Так, 1, 2, 3. Лягуха у нас будет. У нас же 15, 14, 13, 12. Вот это должно быть, да. Лягуха на гриле. Сате. Ее закажем. Это хотя бы есть в наличии, потому что мы с Ромкой начали тут поначалу заказывать. Угря Рома хотел, потом я хотел кальмаров там каких-то еще необычных. Короче, половины в меню в наличии нет, хотя бы лягуха, ладно, есть и уже хорошо. Дождемся лягушку грильную. Лягух, господа, подъехала. Выглядит она
Хотя, может, я и ошибаюсь, но выглядит как что-то жутко пересушенное. Ну ладно, отведаем. А нет, вроде ничего. Беру свои слова назад. Ножка очень неплохая. Вкусненькая. Надо попробовать соусом. Давайте это и сделаем. Соль, немножко лайма и много остроты. Я, кстати, себе сейчас глаз потер, а я, видимо, где-то до этого остроту трогал. Хорошо. Заценим вот так. Ух, острый! Хо! О. А вы знаете, хорошо. Лягуху сделали хорошо. Ром, здесь полноценные... Я даже не знаю, смотри, здесь лап-то много. Здесь, считай, все лапы. Ну, вот здесь парочка этих самых. Так что выбирай, здесь лап на много людей хватит. В этом плане интересно, потому что обычно, знаете, 2 лягухи подали. Ну да, хорошо, у каждой по 4 лапы, но здесь такое впечатление, что одни задние ноги. Поэтому, ну, есть из чего выбрать. Соус ядреный. Ты, Ром, с ним там поаккуратнее, хотя ты прожженный в этом плане, кому я говорю, как говорится. Лягуха норм. Сколько стоит, ребята? До сих пор я ничего не знаю. Вот принесу чек, и в финальном слове я, как обычно, скажу тогда свое мнение. На данном этапе что я могу сказать? Да неплохо. Меня единственное, что разочаровало, что многих позиций, которые есть в меню, их нет в наличии. Ну, вот это действительно для рестика, на мой взгляд, большой недочет. Я понимаю, 1-2, но когда мы заказываем просто вот подряд, этого нет, ну, как-то не очень. А в целом, да кайф. Вон тут еще лапа. Вот это передняя, очевидно, еще лапа. Вот еще передняя лапа. И вот 3 кусочка всего лишь, 4. Это которые к лапам не относятся. Ну, это забавно, это интересно. Учитывая, что мы еще 3 съели. Роман. Да, слушай, погрилено идеально. Лягушка прям супер. И соус к ней очень подходит. Этот соус, мне кажется, он подойдет и к курице, и к морепродуктам, и к лягушке, и к чему угодно. Ну, если остроту только любите. Ну да, это очень острая штука, Роман, по поводу самой лягухи как таковой. Вот я уверен, найдутся и новые зрители, которые никогда в жизни лягуху не пробовали, да и старые, которые уже смотрят давно видосы тоже. Вот стоит лягуху вообще брать? Ну, обязательно, потому что, хоть и говорят, это типа курица, но на самом деле она сильно отличается. Это, как знаешь, супер-супер нежная такая курица, которая... Ну, как вагю выращивали, знаешь, там массаж ей делали. Да-да-да. Такой на родео особенно, да, массаж. Ребят, я скажу следующее. По лягухе обязательно попробовать стоит. Многие люди, которые сюда приезжали, вот подписчики в частности, они говорят, первый раз пробуем, и это нормально. И ничего такого. Кстати, ребят, те, кто приезжали, пожалуйста, вот я оставлю, наверное, сегодня под этим роликом такой заглавный коммент. Стоит ли пробовать лягуху? И напишите свое мнение. Особенно те, кто, значит, уже ее пробовал. Это будет интересно почитать, как наши мнения разделятся. Мое мнение однозначно стоит попробовать. Как минимум попробовать, а так вообще ничего против не имею. Вы знаете, посмотрев на чек, вот здесь вы его видите, я могу сказать следующее. Смотря за какое блюдо, потому что в среднем получается блюдо где-то там 150 тысяч за одно. Для вот этих 2 окуней вообще огонь, без всяких вопросов. Что же касается, ну, например, кальмарчиков или, ну, там, не знаю, осьминожки, ну, такое впечатление, что чуть-чуть дороговато. Хотя осьминожка был хот-пот, да, и вот это все, наверное. То есть, на мой взгляд, ценник в целом нормальный.
Так что заскакивать можно за спокойствием. Ты сидишь около воды. Нас сегодня вообще никто не мучил, не доставал, народу вообще нет. Но, учитывая, что мы снимаем в понедельник, не исключено, что это именно из-за этого. Так что да, подзакопанное местечко, ссылки, как всегда, в описании. Потому что начали люди опять спрашивать: Костян, а как мы найдем, где ты был? Ребята, ссылки после каждого обзора всегда в описании на точку, где мы были. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Вы знаете, посмотрев на чек, а здесь вы его видите, получается... Нет, здесь не видите. Давай по-другому, здесь вы его видите, а то вместо моей морды будет получаться. На этом моменте все такие: ну и ладно, все, хватит, просмотр закончен. Ну а мы еще продолжим. Лемонграсс хрен прожуешь, ребят. Ну, представьте, вы жуете пеньковую веревку. Вот это лемонграсс.